Ну что, друзья, всем привет, это Полина. Сегодня уже второй влог на моем YouTube-канале и четвертое полнометражное видео. Сегодняшний влог будет закадровым голосом, и первую часть влога я хочу посвятить своим мыслям, эмоциям и вообще всему тому, что произошло со мной за этот месяц. Первое, с чего хочу начать, что я думала, что будет сильно сложнее. Особенно поначалу, но сложнее становится сейчас с каждым днем. И весь парадокс этой сложности заключается в том, что я 3 года не делала канал, не делала особо никакого контента, потому что стандартная история была, что же люди-то подумают, да не дай бог, что-то подумают. Вот, но как-то это я переборола, и в целом, да, насрать, если честно, кто что подумает, я это делаю для себя, потому что мне хочется. Но каково было мое удивление, когда я сама для себя стала настолько жестким критиком сейчас за месяц, что я какие-то видео не выпускаю. Я пересняла уже 2 раза обзор укладки на Dyson, потому что мне не нравится, и сниму 3, потому что мне не нравится. Это бред. На канале слишком мало народу. Нужно просто постоянно выкладывать, чтобы подписок становилось больше. Но я просто не могу. У меня вот ощущение какого-то предательства себя происходит. И сейчас еще с рилсами у меня новый свет. Последние несколько рилсов, на мой личный взгляд, выглядит просто ужасно. И я постоянно вот в этом живу, и это какая-то, честно, жесть. Второе, я сейчас активно изучаю в целом схемы постановки света, как кадр выставлять, как фоны делать, как правильно ретушировать, как снимать уличную съемку, потому что на самом деле уличная мне еще больше интересна. И чем больше я углубляюсь, тем я больше понимаю, что нужно больше денег вкладывать, денег в аппаратуру. То есть это, конечно, не обязательно, но для того, чтобы получалась та картинка, которая мне нужна, я вот, типа, не мастер, чтобы делать ее любыми подручными средствами, поэтому такой, ну вот, нужны линзы, камеры и тому подобное. Я сейчас нахожусь в месте моей мечты. Это просто что-то нереальное. Тут пахнет медом. Носятся попугайчики. Срывают цветочки вообще. Я ставлю себе сама ограничение, что там, не знаю, 10 тысяч подписчиков будет, купим тебе камеру, Полина. То есть идти какими-то подобными этапами награждения себя. Хочется чаще выпускать видео, если честно, потому что мне настолько много есть, что сказать, рассказать, показать. Но я почему-то это не делаю. Вот, но мне кажется, всему свое время. Вот, но в целом не унываю, у меня огромная группа поддержки. На канале за месяц уже 54 подписчика, и это охренеть, как классно, потому что это такой костяк, который зарождает аудиторию, а я уверена, что аудитория будет. Меня это прям очень радует. Вот, и то, что и комментарии оставляют, и лайки ставят. Спасибо вам, ребята, я никогда не забуду. Вот, когда будет 100 подписчиков, устроим какой-нибудь Q&A. Хочу поотвечать на вопросы, просто на рандомные, на любые. Очень хочется пообщаться, потому что знаю то, что на меня подписаны люди, с которыми мы очень много лет не виделись или вообще никогда не виделись. Вот, и это может быть очень интересно. Вот, спасибо вам большое, ребят. Хочу потихонечку перенести вас в то, что происходит на экране. Я решила показать один день из жизни. У нас в Мадриде,
это было, по-моему, 19 или 20 февраля, у нас начало все цвести, цветет миндаль, цветет яблоня, цветет вишня, и это было просто невероятно. Это был понедельник, я пришла в парк, не было практически народу вот в этой локации, где я сидела, и вы не поверите, там настолько пахло медом, все было белое, и зеленые попугаи прыгали с ветки на ветку и жевали эти цветочки. И там будет кадр, когда видно, что цветочки падают. И цветочки падают, как я думала всегда, из-за того, что, ветер, они сами опадают. А нифига, их птицы просто скидывают. И вот у нас в парке попугаи просто скидывали их. Ходила, сидела, смотрела, снимала, наблюдала за людьми, и это очень приятно. У меня настолько случилась новая влюбленность с Мадридом, супер приятная, что я просто обомлела, если честно. Еще я впервые в Мадриде была на ивенте. Я даже не помню, честно, как это называлось, но нас собралось 40 прекрасных женщин в субботу с утра на бранч. Ведущая была девушка Анка, она коуч, но это такая была пробная сессия, и это было потрясающе, оказаться просто в поле такого большого количества классных реализованных женщин. Я это очень давно не испытывала, и, если честно, очень ищу здесь. Этого очень сильно не хватает. Очень мало людей, с которыми ты просто каждый день взаимодействуешь, смотрите, особенно русских. Хотя я против устраивания там русских комьюнити и дружбы только с русскими, но это необходимо для близости, для в целом меня как женщины. Хотя бы, не знаю, подружку, с которой ты ходишь на йогу и на танцы, это уже очень классно и приятно. Вот. После ивента мы с ребятами отправились на падель. Вот, я вам не буду показывать уже, как мы играли. Вот, играли мы очень классно. У нас очередной новый корт, и это было потрясающе. Просто потрясающе. В эту субботу у нас будет самопровозглашенный турнир. Поэтому, да, мы выходим на новый уровень. Вот, тут мы немножечко ели, потом, конечно, всякое очень классное место нашли. Локацию оставлю. И дальше мы с девочками решили устроить себе вечер. Стандартный испанский вечер, про который я говорила вам в прошлом видео, а именно пить коктейли. Мы еще сходили на выставку. В этом влоге я расскажу про 2 выставки. Вот первая, напишу название на видео. Выставка бесплатная. Выставка это назвать странно. Вот, но там было несколько помещений, которые дальше увидите. Вот. То, что это бесплатно, это хорошо, потому что денег за это было бы отдать жалко, но зато вот мы нашли охренительно классный руфтоп, очень камерный. Летом там наверняка будет супер жарко, но он прям очень-очень-очень красивый. Вот, и сейчас вставлю несколько кадров из того, что там было. Это прям лютый современный артхаус. Типа, я такого не понимаю от слова совсем, но, возможно, что-то в этом есть для кого-то. Если кто-то понимает, объясните в комментарии. Вот эта вот часть самая моя любимая с этой выставки оказалась. Это фотографии, и они
как будто бы в 3D. Ну, то есть они очень странно, ты когда к ним подходишь, они очень странно себя ведут, и вот это меня впечатлило. Вот, но, собственно говоря, весь артхаус. Вот, а дальше, точнее, до этого, не суть, мы сходили наконец-то на ярмарку цветов, до которой не могла доехать все это время, пока была в Мадриде. Вот, тоже напишу локацию, где ярмарка расположена. Вот, и я купила себе цветочков. Я очень люблю, когда у меня дома 24/7 во всех комнатах цветы. Вот, поэтому теперь я буду ездить их обновлять. Тут мы, кстати, в нашей любимой вермутерии тоже оставлю локацию. И далее мы пошли в место, которое я очень давно хотела посетить, Hidden Place. Я люто советую, это очень было вкусно, это было просто потрясающе. Мне сделали коктейль не из меню, и я такого вкусного очень давно не пробовала. Вот, а дальше прогуляемся с вами по моему любимому парку, по Ретиро. Очень красиво все цветет в очередной раз. Черепашки вылезли греть пузо, еще там лебеди были, которые прятались в тени. И каждый раз, когда я иду в парк, я всегда захожу себе за кофе. У меня есть 2 любимых заведения, в которых я беру кофе рядом с парком. Показываю вам сейчас одно из них. Я, конечно, это все не беру себе, иначе моя жопа будет как паровоз. Вот, и так не маленькая. Вот, поэтому там я беру кофе, и дальше я отправилась на выставку Марка Шагала. Это было открытием для меня, если честно. Я не видела ни одной его работы, и к моему стыду я даже не знала, что Шагал был русским. Выставка просто потрясающая, начиная с его супер ранних работ, заканчивая его поздними работами, период военный, период довоенный, когда он очень много по еврейской тематике работал, потом период, когда он уехал в Нью-Йорк жить. Я прям была в восторге. При этом выставка сначала казалась супер маленькой, но оказалось, что она аж в 3 этажа. И, кстати, она тоже бесплатная, если кому-то интересно, как ходить бесплатно в музей выставки Мадрида, и вы досмотрели до этого, до этой ноты, то пишите в комментариях, я вам все отправлю, все расскажу. Вот, выставка была не только Шагала, но и классного фотографа, но опять же, классно, я узнала его только-только. Строк-голем какой-то, дальше увидите. Это было очень хорошо. Я в итоге провела на выставках примерно 2 часа, то есть время прям пролетело. Я была в шоке, мне в музее Прадо так не понравилось. Музей, это галерея, наверное. В галерее Прадо мне так не понравилось, как... Вот как-то так. Так у меня прошло 1,5 дня в итоге. Я вам показала. Спасибо вам большое за то, что посмотрели. Пишите обязательно комментарии. И до скорых встреч. Я очень надеюсь, что мы скоро будем видеться почаще. Пока-пока.